Здравствуйте! На канале Ливанова Дизайн арт-проект Нью Московиты. С вами я, дизайнер и куратор Наталья Ливанова. Может ли прошлое стать будущим? Давайте спросим у современных московских художников Валеры и Наташи Черкашиных. Здравствуйте, Валера. Здравствуйте, Наташа. Очень рада встрече с вами в пространстве вашей замечательной выставки. Здравствуйте. Наш сегодняшний разговор называется «Будущее, которое уже было». И в связи с этим я, конечно же, не могу не спросить вас в первую очередь о ваших пророческих работах. Пожалуй, самая известная из них – это «Исчезающий портрет Горбачева» и серия «Последний ноябрь». То есть вот это предчувствие, предсказание, да, будущих событий, это что, творческая интуиция или грамотный анализ истории? Наверное, это какой-то синтез чего-то. Анализировать это трудно, потому что мы сами не понимаем, что происходит. Если мы будем анализировать, это еще больше нас запутает. Но что-то можно рассказать. Допустим, вот недавно вспоминали вот эту работу. Да, у Мавзолея, да? Почему мы в 90-м году вдруг начали делать рамочки вокруг лиц, а сейчас это мы видим в Google, везде видим в Фейсбуке. Вот, Да-да-да, нацеливает на лица, да, который распознает. ищет и распознает. А у нас в 90-м году это почему-то пробило, и мы это сделали. То есть вот просто вам почему-то захотелось это сделать? Да? Никакого там целенаправленного, вот мы это сделаем, потому что... Да, вот. Нет? Да. Вообще можно... Была идея выделения, обращать внимание на лицо, на личность. Да? Ну, как портрет вроде бы, Но да? это предчувствие такого времени, что будет обращать внимание. Мы же не знали, что чтобы человека поймать, да? Да. Мы думали, чтобы его украсить, там, Ну да, портрет вроде как бы, да. придать значимость, дать ему медаль, там, денег немножко, да, а оказывается, вот, чтобы следить за нами. Да. Но мы это не знаем. А вот с Горбачевым как так вышло? Это же действительно пророческая вещь. Ну, там, Ведь он постепенно исчезал и Да. исчез. Да, это было за 10 дней до путча. Во всяком случае, это фотографии есть, документация, которые подтвердили за 10 дней до путча. А мы сделали его даже немножко раньше. Ну, мы просто это выпускаем. И там была целая серия. Там мы СССР перевернули негатив, и получилось СС. И мягкий знак. Мягкий Ничего знак. себе. И мало того, на этом СС стоят ноги чьи-то. Вот, поэтому, ну откуда мы могли это знать? Ну, то есть вы проснулись утром, так, сегодня будем делать Горбачева. Просто мы задумали Не знаю, серию не помню. по съемке с телевидения, потому что в это время были очень интересные передачи. Шли. И Валера поставил на штатив камеру и снимал. Но камеру, как он сказал, я, говорит, у меня была хорошая, качественная камера, новая, но я пожалел ее и поставил старую. Ну, я экономный человек, по Малевичу. Ну да, газеты там, И все. там не было автовыдержки там, и так далее, а съемки с экрана, они предполагают, что ты знаешь вот эту частоту появления кадра. Да, там. А я же не знал, я же не фотограф. И вот из-за этого так и получилось. Он проявил пленку, смотрит какие-то полоски. Ну и что делать? Он пленочку отложил, поставил другой фотоаппарат. И на других сериях таких полосок уже не получилось. Вот сейчас думаю, может и зря. То есть, получается, ваша обычная деятельность оказалась необычной в силу случая, в данном конкретном. Самое важное было потом не отбросить эту Да. съемку, а использовать. А сделать из всего, не зря вас называют гением, что вы можете из всего абсолютно называет? сделать искусство. Люди говорят. Как здорово. При жизни такое слово услышать. Ну, Но это ничего не значит. Да, Потом еще и могут скромный. забыть, Но не знаю, Могут потом это забыть. вряд. Уже не забудут. Сегодняшнее наше интервью войдет уже все равно в сеть в интернет, да, и оно все равно там останется. Представляете, нас не будет, может. Это будет а сеть- навечно, до а сеть- выключения электричества на земном шаре. Да. То есть вот оно прошлое, которое уже будет будущим. Да.
Но мы как бы предполагаем, что могут электричество отключить, поэтому делаем книги. Да, на Наши. всякий случай. Да, на всякий случай это бумажные носители. Да. Может, они сохранятся. А если уж книги не сохранятся, то ну и никто не сохранится. Ну и тогда Бог с ним, тогда увидимся там. Там же жизнь продолжается, это же не всё. Конечно. Будущее, оно будет Да, всегда. будущее всегда есть, бесконечно. Такие, у нас много таких пророчеств было, но это не пророчество. Ну а как, а банкноты европейские до того, как они исчезли, стало Не, ну это единым? было, а это действительно, это мы знали. Да? Да, знали, и нам... Нет, мы начали работать с этой темой, не зная, что они собираются исчезать. Мы еще А, начали это да. в 95-м году, Да, да, да. заинтересовались тем, какая Мы хорошая делали графика На банкнотах. Культура европейского портрета нам понравилась. На сначала. банкнотах. Да, мы не знали, что будет смена. А потом оказалось, и оно актуально. И все совпало. Не, у нас есть очень интересный перформанс. Мы в 97 году, да, брали интервью у знаменитых американцев. 97 год. Угу. Что вы думаете, если объединить Россию и Америку вот сейчас? Ничего Все себе в шоке были интервью. в 97 году. Это невозможно. Они начинали. И, Почти все. кстати, есть телевидение снимало, и примерный текст этот есть на телевидении, он остался. Вот это вот что интересно. И мы сделали интервью, и делали выставку в американском центре. Как мы отвечали им, когда они спрашивали, а почему вы так думаете, зачем нам объединяться? А я им говорил, вы знаете, у меня такое впечатление, что скоро вот этот Ближний Восток восстанет, и вы, американцы, сами не сможете с этим справиться. Вам нужно будет объединяться с кем-то. Ну, слушай, это Лучше всего с сейчас нами. даже уже просто, честно сказать, мурашки по спине идут Да. от вот этих всех предсказаний, Да, скажем да. И мы так. сделали целую инсталляцию, видео, записи. Там Хэрриет Фулбрайт, посол Америки давал интервью. Еще много интересных. Кураторы можно было музеев. прослушать. Да, можно было прослушать. нам Даже историю. интересно найти. Да вот это. надо найти. Найти, да, найти бы это и Ну, это послушать выставка сейчас. снята, и, в общем-то, есть какие-то материалы документальные. Так что это и много еще каких-то. Мы просто находим постепенно вдруг какие-то новые подтверждения того, что Такого предчувствия. художник, наверное, любой художник может предчувствовать, просто нужно очень чутко относиться к пространству, относиться к космосу. Я Он думаю, тебе всегда дает, говорит, вот посмотри, что скоро будет, наверное, вот, ну а ты там сам решай. Показать реализуешь тебе ты это или нет, людям или показать людям или не показывать. но я думаю, меня зрители не простят, если я сейчас не спрошу, а что вы чувствуете сейчас? Да вот нас спрашивают, а мы теперь напуганы этим, потому что... Ну, то есть вы что-то чувствуете, но не всё-таки скажете. не Нет, не Пророки, это. но- Мы, конечно, не пророки. Мы это время пережили, начиная с 2600. Шестого. Какой сейчас год? От второй. А 2600? 23-й. А в 2600 там что мы Это мы будем еще делать? будем переживать. Да. Ну, это еще будет. В 2006-2008 году у нас уже была тема Третья мировая. Очень тяжелая тема была, потом мы ее убрали. Апокалипсис. Ну, мы назвали это апокалипсис, потому что апокалипсис у каждого свой. Это согласна, Вот. да. И эволюция хаоса. С 2006 года пошла такая эволюция хаоса. Ну и вы знаете, чем это вот продолжается. Да. Так что это тоже такое предчувствие было. А сейчас мы ушли в космос, у нас совсем другие работы. Абстрагировались. Абстрагировались, ушли от социального. Вот. И там свое напряжение, свои, наверное, какие-то пророческие вещи есть. Но Ну, наверное, да, в космосе социальное уже не так важно, там важны другие качества личности и взаимоотношений.
Ваши супрематические правды – наглядный пример действия основного закона природы, закона сохранения энергии. Если перевести это на обычный человеческий язык, то есть ничто ниоткуда не появляется и не исчезает в никуда. То есть все уже когда-то было, оно возвращается, но видоизменяется. Почему супрематизм и почему газеты? Потому что это делалось в тяжелый период для нашей страны. Это первый был, когда революция. И вот до революции как раз, и во время революции родился супрематизм. Как переход? Да, переход. Уходила как раз Россия старая, приходила новая такая формация СССР. Да? И вот в данном случае у нас это, мы уже потом сделали анализ, а это органично появилось. Как раз уходила СССР и возвращалась или приходила новая Россия. Я так определил, что это благодаря этому, благодаря такому периоду. То есть получается период революции супрематизм, период перестройки супрематизм, Да. и мы опять переживаем очередной переходный период, и эти работы как никогда становятся актуальными. Да, опять возникает вот такой вот непонятный контраст черно-бело-красный. В этом даже что-то сейчас. есть, это, наверное, мистика, да. И сейчас это актуально, вот, но пока еще не ясно. Со временем может это проявиться, может появиться в искусстве вот, работы такого переходного периода. Потому что сейчас очень крутой переход вообще мирового такого порядка. Наверное, будет что-то новое, какое-то искусство, связанное по вот логике, именно, да, такой связанное вот именно с переходом таким. Что это будет? Ну, это, наверное, пусть уже другие художники, молодые, потому что мы уже перешли давно То есть на новое. вы уже давно перешли, и этого вашего прошлого хватит еще на много-много вперед будущего. Да, мы уже живем в будущем. Вот недавно мы разговаривали, что фактически они спрашивали, вот что будет завтра. А мы говорим, мы не можем это определить, потому что мы живем в завтра, мы живем в будущем. Мы то, что сейчас происходит, пережили, начиная с 2006 года. Потому что у нас была тема Третья мировая война, потом апокалипсис и все такое. Мы это предчувствовали, и это мы сделали в работах. Это как бы это не просто разговор. Это подтверждено всей нашей деятельностью предыдущей. А потом, когда вот закончился календарь, мая в 2012 году, у нас тоже произошел большой такой перелом, очень большой. Мы все бросили старое, бросили социальное, нас унесло от социального, унесло от всяких политических, исторических моментов, и мы перешли полностью, улетели в космос. Ну, то есть вы уже где-то в трансцендентности, и сюда приходите к нам на выставки. Космические стали, там какие-то спирали, какие-то абстрактные вещи, какие-то супрематы, в общем. Приносите нам оттуда какие-то кусочки информации, Да, чтобы мы что здесь будет в как-то будущем. с этим Что работали. в будущем будет космос, это уж точно. Александр Якимович очень хорошо сказал о вас, что вы совершили дерзкую семейную революцию в современном русском искусстве. И что в вашем творчестве отсутствует пафос, серьезность и трагизм, вот это свойственно русским художникам. Но при этом темы совершенно серьезные.
даже ваши перформансы «Свадьба в метро» и «Приватизация», они затрагивают на самом деле очень серьезные социальные проблемы. Вот такое отношение к творчеству – это осознанный выбор творческого образа или это как бы просто продолжение ваших личностей? Вот вы такие, и искусство ваше такое, несмотря вот на все перипетии, вот это свойство видеть хорошее, видеть будущее даже вот в рушащемся прошлом. Ну, наверное, это, я думаю, все-таки свойство нашего характера, хотя оно вырабатывалось не сразу, постепенно. И даже наш сын в какой-то момент, он же слушал наши все разговоры всегда, и он сделал такой, распечатал большими буквами слова «Валера, мысли позитивные». И мы повесили это на стену. И вы знаете, это очень помогает на самом деле. Согласна. Мой сын мне тоже в какой-то момент сказал: мама, надо смотреть легче на жизнь. Да, и когда ты с И это позиции... мандалы, это да, наши мандалы такие. да, и когда ты с позиции, что мир прекрасен, что бы в нем ни происходило, когда ты на него смотришь, то и получается, что ты ищешь в нем, что же в нем есть хорошего. Ну, то есть каждый видит в других и в мире то, что есть в нем самом, Конечно. правильно Ну, я это понимаю? уже- И то, что он Да, строит как бы об еще. этом сейчас много говорят, и что мир — это как зеркало, да, что ты туда посылаешь, то тебе отражается. И мы тоже всегда пытаемся, как бы даже в сложных таких, мы затрагиваем такие темы непростые, но всегда подходим к ним с точки зрения, вот как даже выставка называется, с любовью. Да. Да. И это дает вот совершенно другое сразу ощущение, отношение, все, состояние, с которым ты это все делаешь. И потом это так увлекательно, потому что сам процесс создания работ, он настолько непредсказуем. То есть ты даже что-то там в целом придумываешь, но под руками у тебя рождается порой то, о чем ты даже не мог себе подумать. То есть искусство само, да, как бы выходит через вас и говорит: я буду Я думаю, таким. что да, да. То есть ты начинаешь, как ты задумал, а потом постепенно думаешь, а давай-ка тут изменим, а давай тут еще что-то сделаем. Или сама рука, как Валера делал какие-то работы, и случайно чиркнул. И это дало целую огромную серию. Потом «Письмена» она называлась. То есть уже пошли Потрясающе. какие-то тексты на непонятных языках. Да, интересный этот момент был, потому что я думал, что я испортил работу, а уже ночью думаю, ну что же делать? Дай переделаю работу. И я быстро начал переделывать работу, она не такая сложная была, и уже такой радостный, такой, вот, думаю, ну вот и класс, и опять чиркнул. Ну, то есть это была судьба, она Да. хотела быть И такой. я тогда разозлился, я начал чиркать плакат, а потом смотрю, интересно, интересно. И аллилуйя, спасибо, это следующий ход какой-то был. Потрясающе. Думаю, на самом деле нам всем есть чему поучиться у Черкашиных, потому что каким бы ни было наше прошлое, будущее все-таки зависит от очень многих обстоятельств, и не последнюю роль в этом играет наше к нему отношение. Это точно. Да, мы строим будущее, и даже мы строим отношение к прошлому тоже. Это тоже важно. Да. Что когда ты строишь плохое прошлое, у тебя и настоящее и будущее будет исходить из этого. Ведь ты строишь платформу, с которой ты как бы растешь и движешься. Да. И если она плохая, то вот чем хуже ты свою историю делаешь, тем следующие поколения будут это чувствовать. Но Тем я думаю, больше с, будут чувствовать с это вашими следующее работами поколение. нам это не грозит. То, как вы представляете наше прошлое, на самом деле достаточно трагичное вот в том, что мы видим Оно здесь на серьезное, выставке. всегда прошлое у всех наций, у всех стран действительно трагическое и драматическое. Ну, там есть, конечно, и свои стороны позитивные, но в основном это трагические, потому что мир так устроен. Мы окружены постоянно какими-то странами, которые не заинтересованы, ни одна страна не заинтересована в нашей хорошей жизни. Это даже смешно, когда говорят, вот там Америка нам поможет. Но кому никак вам об этом знать, Да. как не вам. Ну и все Она страны себе помогает действуют, только в за принципе. счет других стран. Это уже и так ясно, я не понимаю, как это никто не знает об этом. Или там притворяются, что ли? Зачем Кстати, это? да, я тоже часто думаю, неужели люди не понимают этого, или они делают вид, что не понимают. Надо все-таки любить то место, в котором ты родился,
Вот. И это не просто любить. Любить это, знаете, бывает, там лег на диван и любишь. Да? Нет, это нужно для этого очень много делать, много работать. Свою жизнь нужно строить правильно, ну, по твоим, конечно, пониманиям, и позитивно. Вот. Чтобы и твои дети тоже брали пример с тебя и понимали, что и твоя страна, и твоя жизнь, это все именно твое родное. И как будет страна жить, так и ты будешь жить. Где родился, Да. там и пригодился. Ну, Да, однозначно. народ Спасибо правильно вам огромное за сегодняшний разговор. На сегодня все. До встречи на канале и помните, что искусство нам дано, чтобы не умереть от истины.